Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе мы продолжаем говорить о самых главных, самых интересных, самых захватывающих историях из мира футбола. И, наверное, сегодняшний разговор мы начнем с того, что происходит в российской премьер-лиге. Прошел 40-й уже тур, совсем близко финал. По большому счету мы уже знаем чемпиона страны. Ну, осталось «Зениту» оформить это, так сказать, документально. Ну, вот в прошедшем туре «Зенит», надо сказать, просто расслабился. Если честно, мне непонятно такое отношение к своему делу. Наверное, ни одна из серьезных европейских, и не только европейских команд не могла себе позволить вот так расслабляться по ходу чемпионата, даже если все уже решено и чемпионство вот-вот будет оформлено. Поехали в Краснодар зенитовцы, и если честно, то, видимо, солнышко, теплая погода, близость моря так подействовала на зенитовских футболистов, что они спустя рукава провели этот матч, сыграли в ничью, в общем, выкарабкались еле-еле, сыграли в ничью 2-2. Но как бы мы ни относились к такому поведению футболистов, ну, факт остается фактом, «Зенит» практически чемпион. А вот за второе место просто борьба не на шутку. И это еще один урок нашего чемпионата, такого не совсем обычного, да, который там с разными стадиями, такой переходный чемпионат, и вот эта восьмерка, в которой играют. Помимо «Зенита» остальные клубы просто... Даже в борьбе за Лигу чемпионов, которая дает не только серьезную международную арену, но и очень серьезные финансовые вливания в бюджеты клубов, ну, не могут они собраться и провести хотя бы несколько, там, 2-3 матча на одном высоком уровне. Постоянно то взлеты, то падения. Ну, у ЦСКА так просто падение пике настоящее в последнее время. Клуб проигрывает все, что можно, просто разваливается на глазах империя Гиннера. Уже заговорили о том, что нужно увольнять Слуцкого. Леонида Слуцкого критиковали всегда в нашем футболе. Много критиков у него было. Но до поры до времени его успехи и в Лиге чемпионов, и в чемпионате защищали его. Теперь непонятно, что будет с этим специалистом. Довольно симпатичным, на мой взгляд, с идеями футбольными хорошими. Но которому пеняют все время, что у него не было практики нормальной, что он не доказывал себя как большой тренер. С другой стороны, где не доказывать, как в таком клубе, как ЦСКА. Ну, сейчас вот не получается. То ли затяжной сезон так сказался, то ли продажа Вагнера Лава, который всегда выручал команду. Хотя Думбия есть, который постоянно практически забивает, но не может один Думбия на себе все нести в этом клубе. Ну, в общем, есть какие-то проблемы, и эти проблемы очень сильно сказались на турнирном месте ЦСКА. Они скатились со второго места, еще совсем недавно претендовали на золото реально, а теперь уже они не скажут, что самые главные претенденты на серебро и на место в Лиге чемпионов. А вот за Лигу чемпионов бьются московское «Динамо», «Спартак». Ну, собственно, ЦСКА тоже нельзя скидывать со счета. Может быть, вот после этой функциональной ямы произойдет некий подъем команды. Ну вот спартаковцы, которые вроде бы вдохнули какие-то надежды в своих болельщиков, изрядно уже потрепанных жизнью спартаковской. Ну вот поражение от махачкалинского «Анжи» на своем поле, да еще в день, когда праздновалось 90-летие «Спартака», поражение со счетом 0-3. Не совсем по игре, наверное, но счет, что называется, на табло, поэтому никуда не деться от того, что вот это поражение, конечно, многие спартаковские болельщики восприняли просто как плевок в душу. Потерпеть от довольно принципиального соперника махачкалинского «Анжи», который сейчас для всех принципиальный, потому как стал очень богатым. Вот. Этоо, наконец, забил свой мяч с ноября месяца, молчал. Этоо в чемпионате России уже очень его сильно критиковали, надо сказать, иногда не по делу. Но действительно, если форвард, который за большие деньги куплен, не забивает, в общем, есть за что и покритиковать. Этоо забил, выиграла команда. Махачкалинцы опять теперь возродили какие-то надежды на попадание хотя бы в зону Лиги Европы, на кубки. Ну, посмотрим, насколько это оправдается. А вот московская «Динамо», похоже, вышла из той функциональной ямы, в которой пребывала.
И динамовцы сейчас, ну, наверное, реальные претенденты на серебро. Они сейчас идут на втором месте. Очень многое будет, конечно, зависеть от дерби предстоящего ЦСКА-Спартак. Если ЦСКА сможет победить московских спартаковцев, то думаю, что опять он реально включаться в борьбу за серебряные медали. Ну, в общем, посмотрим, как будут развиваться события. В следующей части нашей программы хотелось бы немножко отвлечься от тех событий, которые происходят в данный момент, и поговорить на около такую, да это не около футбольная, это футбольная тема, просто она не связана с голами, очками там, и так далее, и турнирной таблицей. А вообще в будущее футбола, конечно, во многом зависит от того решения, которое будет принято. Я говорю о лимите на легионеров, о котором заговорили, об его отмене. Вот как раз об этом мы и поговорим в следующей части нашей программы.